2007 году в Москве, неподалеку от этого места, проходил фестиваль, первый фестиваль корпоративного кино «Бренд-фильм». И на этом фестивале жюри дегустировало работы вслепую, то есть оно не знало, какая компания сделала какие фильмы. Поэтому мои фильмы заняли там первое, второе, третье место. Оргкомитет вырулил из этой ситуации очень здорово. Они наградили меня дипломами, в которых вписали не мою компанию, а названия клиентов, для которых мы сделали эти фильмы. То есть первое место там такая компания, второе такая, третья такая. В следующем году, в 2008-м, организаторы фестиваля уже немножко так схитрили. Они сделали больше номинаций разных, для того, чтобы все-таки большее количество призов раздать не одному человеку. Да? И из этого фестиваля мы увезли 6 дипломов. То есть мы получили первое, второе, третье место в разных номинациях, плюс спецприз, плюс еще спецдиплом, плюс гран-при. В 2010 году этот фестиваль прошел еще раз, наверное, последний. Там наградили вообще просто только нас, больше никому ничего не дали. Кстати, нам дипломы до сих пор тоже не дали. Почему так происходит? Потому что, когда к нам приходят и просят нас сделать фильм о нефтезаводе, например, да, то есть что может быть скучнее нефтезавода? Мы делаем фильм не о трубах, железяках, траншеях там, и каких-то установках. Мы делаем фильм о том, как нефть, которая была известна человеку с незапамятных времен, только в конце 19 века люди догадались, как из нефти делать бензин, да, освобождать эту энергию нефти. И мы делаем фильм о том, как энергия нефти, которую люди на этом нефтезаводе выпускают, да, преобразуют вот именно там в бензин, в керосин, в дым, в сценический, можете себе представить, тоже из нефти. Как эта энергия буквально разлита по этому городу, как она передается по наследству, как горят глаза у людей, которые этим занимаются. Если нас просят сделать фильм о тренингах, которые должны посещать медицинские представители компании «Никомед», мы делаем фильм о том, что на самом деле эти люди, которые приходят к докторам и рассказывают им о новых препаратах, спасают человеческие жизни, помогают людям, да, спасать эти жизни. И поэтому, когда к нам пришла строительная компания, которая продает квартиры иногородним гражданам и говорит, давайте сделаем кино о том, что Новосибирск — это классный город, мы собрались в 15-ром и подумали, в чем же классность города Новосибирска. Нашли массу каких-то отрицательных и положительных сторон и попытались их соединить между собой. Получилось очень хорошее кино, которое как раз победило на фестивале «Бренд-фильм», получило там гран-при. Да? И с этого момента начал существовать проект, который мы назвали «Город, где я». Название проекта произошло от вырванного из строки песни группы «Несчастный случай» о Петербурге. Может быть, слышали, да? Там «Город, где я не был счастлив, к несчастью, ни разу». Но если бы так длинно файл называть, это было бы тяжело, поэтому мы назвали «Город, где я». И в этом фильме или в этом проекте фильмов о городах мы пытаемся ответить на один простой вопрос, или непростой, который задают себе как люди, работающие в компаниях, так и люди, живущие в городах, как люди, учащиеся, наверное, в институтах или пребывающие еще где-нибудь. Этот общий для всех нас вопрос, а что я здесь делаю до сих пор? Да? То есть вот время от времени же приходит такой вопрос на ум, наверное, да? То есть пора валить или не пора валить? То есть, может быть, еще что-нибудь можно сделать, или, может быть, уже ничего нельзя сделать. И пытаясь отвечать на этот вопрос, мы поняли, что, в общем-то, подходы к фильмам о компаниях и подходы к фильмам о городах, они одинаковые, потому что город — это тоже, в общем-то, корпорация некая. И несмотря на то, что наши города выглядят одинаково безобразно, и у них одинаково плохие дороги, и отключают горячую воду, тем не менее, в каждом из наших городов есть что-то уникальное, есть что-то яркое, есть какое-то свое лицо. Например, в Новосибирске парковочные автоматы, вот где карточку берешь, а потом заталкиваешь обратно, они установлены с двух сторон, с правой и с левой, потому что очень много машин с правым рулем. Вот. А в других городах, например, такого нет. А в Омске, например, все девушки в 9 утра очень нарядные, в Дольче и Габбана, в бусах и в шубах. А в Перми есть балет толстых, где балерины там массой 100 килограмм и больше. Да? То есть, а в Тюмени... Что в Тюмени? Ну, что-нибудь.
Почему мы этого не видим? Да? Потому что наше российское телевидение сегодня, оно не, ну, в общем, не очень ему это интересно показывать. Да? То есть интересно показывать Москву, интересно показывать Барселону. Мы сами все с вами гораздо больше знаем о Париже, о Бангкоке, о Барселоне и о прочих местах, нежели о том, что происходит там в соседнем городе или в нашем. Мы не знаем своих городов сами, ребята. Поэтому Россия у нас представлена только как криминальная, или там какие-нибудь удои, или урожаи, или еще что-нибудь. И поэтому, когда я приезжаю в Москву что-нибудь снимать, на меня так смотрят, знаете, иногда и говорят: «Вы из Новосибирска?» Я говорю: «Да». «И вас позвали сюда что-то делать? И почему?» Я говорю: «Ну, потому что мы лучшие в стране». «Лучшие в стране? Почему же вы до сих пор не в Москве?» То есть Москва для продвинутых, Россия для неудачников, да, получается, выходит такая ситуация. Поэтому я сейчас думаю над каким-нибудь труднопроизносимым названием компании, типа Films at Work, или что-нибудь там еще, Working Films, там, или как-нибудь еще. Она будет, я арендую 2 квадратных метра для стола в Москве и буду говорить: да, мы московская компания. Ну, если кому-то так легче, пускай они думают, что это так, да. И тем не менее, в это же самое время там, Павел Воля поет «Пенза-Сити, столица России, родина там, где в животе поносили». Да? То есть Гуф поет о Москве, Нагана поет о Ростове-на-Дону, кажется, да? Поправьте меня, если я не прав. То есть потребность у людей есть в том, чтобы гордиться тем местом, где ты живешь, или где ты работаешь, или где ты учишься. И этой информации нет на телевидении, и люди, в общем, как-то кто-то гордится, а кто-то валит, да? Для чего нам всем нужны фильмы о городах? Да? Для того, чтобы мы все почувствовали себя частью одной страны, действительно одной, потому что Владивосток замерзает или в Магадане отключили горячую воду, да и фиг с ними. То есть мы не Магадан, мы не Владивосток. Да? То есть мы не умеем там сопереживать, мы не умеем жить там жизнью других соседних там каких-то людей или других городов. Да? Мне хочется, чтобы собственно, эта разобщенность наших территорий, чтобы она как-то ее победить, да? Мне хочется, чтобы люди знали о том, чтобы мы знали о том, что происходит в соседних каких-то городах, да? Мне хочется, чтобы в России стало жить модно, да? Потому что самые большие, самые мощные проекты были реализованы не в столице, да? То есть, потому что в столице слишком много людей со своими интересами. Мы сейчас делаем фильм об академике Лаврентьеве, о создателе Академгородка и Сибирского отделения Академии наук. Это человек, который уехал из Москвы в Сибирь и построил с нуля гигантский научный центр, который, принес тому же Новосибирску мировую известность. Мы снимали фильм об Омском нефтезаводе, который построил человек, который уехал из Москвы и построил самый большой в мире нефтезавод, который до сих пор работает, очень здорово. То есть я считаю, что большие проекты люди реализуют там, где им никто не мешает их реализовывать. И не мешает концентрироваться на том месте, на той теме, которую они хотят развивать. Почему этого не делается? Да, потому что в столице существует, в масс-медиа вот этот взгляд. Суздаль, древний, замечательный город, где живут маленькие пигмеи. Давайте посмотрим на них. Какие здоровские пигмеи. Да, то есть это есть, да. Я в свое время работал с международными крупными информационными агентствами, и мне говорили буквально следующее. Старик, если какая-нибудь катастрофа, 20 трупов мы купим сразу. Можешь даже не звонить, снимай, мы поедем, возьмем. Я звоню, говорю: 8 трупов, дети, 2, автобус столкнулся с банковским грузовиком на трассе Новосибирск-Барнаул. Старик, это как-то регионально, локально как-то. Не надо. Вместе с тем низкое качество контента, который производит местное телевидение. Не умеют, не хотят или очень сильно гордятся собой. То есть, есть такая проблема. Отсутствие интереса со стороны местных элит. Никому ничего не надо, никто ничего не хочет. Всем главное, чтобы было стабильно, спокойно и можно было отчитываться перед столицей, что у нас никто дороги не перекроет, мост не взорвет и так далее. В Москве делать дорого, понятно, и, собственно, недопонимание собственной социальной ответственности. Есть какие-то свои интересы, да, у людей. Что из себя представляет проект «Город, где я»? Мы хотим рассказывать о России россиянам интересно. Не так, как обычно, да, а интересно. Рассказывать о каких-то действительно вещах, которые вызывают улыбку, заставляют сердце сильно чаще биться. Мы рассказываем горожанам о собственных городах. 2 фильма, которые мы сделали, вызвали бурю каких-то там обсуждений там, или еще чего-то, потому что люди не знают своих городов, в которых они живут. Я больше чем уверен, что и вы, наверное, не очень знаете.
Это неплохо, потому что никто не рассказывает. О жизни соседнего города, о городе детства, службы, учебы, работы. Потому что Россия — это страна, где людей очень сильно перемешивали. Да? Гражданская война, сослали, индустриализация, эвакуация, целина, БАМ и так далее и тому подобное. То есть у всех у нас какие-нибудь бабушки, дедушки, тети, дяди живут в каких-то соседних городах. Что мы о них знаем? Ничего. А в фильме «Город, где я», Новосибирск, звонят из Новой Зеландии, просят прислать диск или дать ссылку. Там, из Израиля звонят, просят прислать ссылку, потому что люди хотят тоже слышать и знать, что же происходит. Особенности проекта. Мы не показываем ни одного губернатора, ни одного мэра, ни одного олимпийского чемпиона по возможности. Вернее, одного показали в омском фильме, хороший парень. Мы пытаемся сделать что-то такое, что жило бы длиннее, чем эпоха царствования какого-то конкретного чиновника. Да? Мы хотим показать, что именно отличает от других именно этот город. Потому что, как мы уже сказали, несмотря на то, что наши города похожи друг на друга одинаковым убогим жильем и плохими дорогами, все-таки в каждом городе есть какие-то маленькие вещи, которые отличают один город от другого города. Я прошу показать сейчас два маленьких кусочка, буквально по 1,5 минуты каждый, о Новосибирске и об Омске, 1,5-минутные. Вы посмотрите, что действительно города-то разные. Мы очень красиво снимаем города, мы делаем из них действительно настоящих киногероев из этих городов. Мы рассказываем очень простым и понятным языком эти вещи, человеческим русским языком. Да? Мы пытаемся передать настроение города и рассказываем о городах с любовью. Новосибирск по-прежнему притягивает талантливых людей. Из Казахстана за славой приехала маленькая девочка. Окончила хореографическое училище, и в городе появилась новая прима-балерина Наталья Ершова. А дирижер Теодор Курензис приехал за вдохновением из Греции и остался. Ершова, Курензис и еще 900 человек служат в театре оперы и балета. И это небольшой, как в Москве. Это самый большой театр России. Самое большое в стране театральное здание. Самый большой купол. Самые масштабные декорации. Знаменитая новосибирская постановка «Аиды» на гастролях в Москве не уместилась ни на одной сцене. Пришлось показывать ее в Кремлевском дворце съездов. Театр – главный символ Новосибирска. Огромный, свободный, смелый. Театр выходит на центральную площадь, и душный летний вечер в бетонном городе вдруг наполняется музыкой, как в Лондоне, как в Нью-Йорке, как в Париже, как в городах, которые умеют удивлять мир. Много хорошего делается в Новосибирске, безусловно, много хорошего. Но нам, новосибирцам, все время кажется, что этого недостаточно. Да, нам кажется, что должно быть еще лучше. Еще лучше? Тогда вам зоопарк. Крупнейшая в стране коллекция кошек. Здесь родится то, что не снилось дикой природе. Первый в мире лигр, дитя льва и тигра. Здесь живет капский лев, который исчез в Африке 160 лет назад. И уже несколько лет его потомство экспортируют из Сибири на историческую родину. Вот оно, торжество духа успешных переселенцев. Приехали, освоились, плодятся и размножаются. И все это в городе, которому чуть больше 100 лет. Спасибо. Это был кусочек про Новосибирск. А сейчас нам, наверное, покажут кусочек про Омск. Да?
Вообще главный символ Новосибирска — это мост на самом деле. Все пролетает, все бежит, вы откуда, а вы куда и так далее и тому подобное. А в отличие от него, город Омск — это крепость бывшая. Да? Он стоял, крепкий, друг за друга держаться, не двигаться никуда и так далее и тому подобное. К сожалению, я выболтал свое время, поэтому, наверное, про Омск не покажет, но у меня есть немножко дисков с собой, могу кому-нибудь подарить. Или можете набрать город, где я Новосибирск, или город, где я Омск в интернете, сразу попадете на 100-500 ссылок. Тысячи просмотров, комментариев, проклятий и обсуждений. Основные сюжеты города, главные достопримечательности, потому что нужно посмотреть, да, что из себя представляет этот город. Страницы истории, которые определили сегодняшний день, характерные черты городской жизни и какая-то иррациональная лирическая линия. Вот что было с фильмом о Новосибирске. Да? То есть он, в общем, как-то нашел для себя применение, нашел свое место в городе. Вот что уже я вам не покажу, что было с городом Омском. Вот. Но все очень хорошо. Собираемся снимать фильмы про маленькие города типа Заречный в Свердловской области и про Москву. Хотят что-то показать? Нет, не хотят. А Москва мне представляется, знаете чем? Таким хрустальным черепом. То есть это город, где исполняются все желания. И то, как он выглядит, и то, что в нем происходит, лишний раз показывает, что, наверное, не стоит, чтобы все желания всех людей сбывались, правда? Лучше только, пускай сбудутся только наши. Спасибо большое.